Witajcie moi drodzy, jesteście na kanale Paszenska Polska i w tym odcinku będziemy rozmawiać z jednym z aktywistów z LGBT o bardzo ważnym temacie, o tym, co się dzieje w świecie. I spotkamy się teraz z Nikitą. Добрый день, Никита. Привет, Ира. Достаточно серьезная тема, которой вы являетесь экспертом и которую я бы хотела с вами обсудить, задать вам вопросы, потому что я, честно говоря, человек не сильно в этом разбирающийся, но все же интересующийся. И данная тема не сильно как бы оглашается в мире, и на данный момент об этом как-то сильно не думают и не говорят, хотя это очень серьезно. Тема относительно ЛГБТ-активистов и тема относительно вообще ЛГБТ-группы, которые находятся на территории Российской Федерации. На территории страны, которая сейчас ведет войну в Украине, как мы знаем, но и, конечно же, являются тоже таким триггером для тех людей, ЛГБТ-активистов, других людей, как, по их мнению, которые пытаются строить свою жизнь, да, на территории этой страны. Знаете, я знаю, что этот анти-ЛГБТ закон в России, он существует еще в 2013 году, от 2013 года. Как мне кажется, это был июнь-июль, и Государственная Дума РФ приняла закон, устанавливающий как бы ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Так, по крайней мере, было в этом артикуле в данной как бы части кодекса. И среди населения и в СМИ, более известного как запрет пропаганды гомосексуализма, так было проще подать это обществу, так? Кажется, это произошло летом, июнь, как я и говорил, 2013 года, и тогда для целой России все началось в правовом плане. Это как-то частями было по разным частям России, то в Рязани, то в, кажется, Екатеринбурге, начиная с 2006 года, но потом это все сложилось в единую правовую систему, и сейчас мы имеем то, что имеем как бы с 2013 года. И в свою очередь многие как бы зарубежные общественные деятели и международные организации осудили данные запреты. Почему? Да просто потому, что они назвали их дискриминационными, что по сути является правдой, потому что это как запрещать человеку любить, верно? По сути, да. В 2017 году, в 2017 Европейский суд по правам человека также признал российские законы о пропаганде гомосексуализма нарушением права на свободу выражения мнения, указав на нечеткое определение из того, что я помню, сейчас скажу тебе чего, кажется, законодательных норм, да, правовых законодательных норм и произвольный характер их применения. То есть не было как бы четкого плана этого всего, просто указывалось то, что нельзя как бы проводить информацию, какие-то методы, какие-то расширять информацию на тему ЛГБТ среди несовершеннолетних, и это только было тогда. В свою очередь, у нас уже, как ты говорила, имеется новый кодекс, новая веселая конституция очередная в РФ, и Российская Госдума в 2022 году осенью в конце концов приняла закон, полностью запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди людей уже и на всех возрастов, то есть независимо, это будет 4-летний ребенок, который увидит какую-то пару, или это будет 16-летний или 86-летний человек. То есть нет уже разделений по критерию возраста. Ну и, собственно, как это было до сих пор, начиная от 6, 13, 22 года, так? То есть данный закон запрещает любые информационные продукты, содержащие в себе, как это было сказано, пропаганду ЛГБТ, то есть информацию о культуре. А что вы думаете, это, конечно, еще ничего, еще как-то можно пережить, хотя это тоже странно, но что вы думаете именно о том, что вот сейчас этот законопроект, который еще не является основательным законом, это только возможный закон, который будет исходить из Российской Федерации, принудительное лечение сексуальной ориентации у ЛГБТ, строительстве специальных центров для лечения, насильственных отправках ЛГБТ людей из России воевать на Украину после того, как они были фармакологически излечены от сексуальной ориентации, и о том, что их сажают в тюрьму за их ориентацию, возможности лишения гражданства РФ за их ориентацию. Ого. Ну, опять же,
Начнем с того, как отличить этот негативный образ ЛГБТ от, не дай бог, Ирина позитивного, который просто нельзя разглашать на территории данной страны. Мгм. А, Давайте начнем от закона, как бы, и продолжим. То Мгм. есть против принятия нового закона активно выступали и правозащитники, и блогеры, работающие с квир-тематикой. По их мнению, закон в первую очередь направлен на то, чтобы сделать ЛГБТ-сообщество в России еще более невидимым и лишить возможности публичной репрезентации. Так? Ну, Мгм. а депутаты, в свою очередь, имеют иное мнение о законопроекте, и они слова этих блогеров не услышали. В связи с чем, ну, мне кажется, что человек, которого они слышат, он как бы не хочет находиться в этой стране, мне кажется, частично. То есть, возможно, такой закон автоматически как бы дает людям такую мысль, а может я здесь как бы и не хочу находиться, может мне самому надо и отсюда убежать. Мгм. А как бы действия страны как бы не позволяют находиться в ней, то есть правовые действия. Так? Насчет лечения. То есть это, кажется, называлось конверсионная терапия. Еще Мгм. называли репаративной. Как-то ориентационно сменяющей, что-то такое. Извините, как будто в концлагере. Да, 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 действительно, это странно. И такая терапия возникла путем обсуждения гомосексуальности медиками. Как это Мгм. произошло? Просто это произошло с медицинской точки зрения. Медики, которые стремились найти научное объяснение, вследствие чего гомосексуальность не была уже церковным грехом. Раньше, конечно, это все было рассматривалось как бы с точки зрения веры, то есть Мгм. с религиозной точки зрения. И благодаря медицине это стало патологией, так? Не просто грехом. И с одной стороны, это приводило к тому, что врачи выступали за отмену законов, запрещающих гомосексуальные отношения, то есть то, чего у нас сейчас не происходит, что происходило еще много лет назад. И с другой стороны, поддерживали медицинское вмешательство с целью лечения. То есть они были вроде бы и за, и против, но какого-то одного мнения, к сожалению, не имелось. И Мгм. как и каждое принуждение, Ира, оно как бы ни к чему позитивному не приводило, верно? Что сейчас, что период с 18 по 19 век, когда врачи рассматривали такую вообще возможность лечения. Мгм. Многие исследования как раз-таки указывают, что попытки изменить сексуальную ориентацию или гендерную идентичность человека содержит в себе потенциально опасное для психики. Как бы она просто опасна для... Изменяешь человеку мозг, изменяешь его психику, влияешь на его как бы, все точки, образно говоря, так, самым простым языком. И большинство медицинских и психиатрических организаций, выразивших мнение в этой терапии, осуждают ее применение в действительности. Опять же, говоря об этой терапии, то сейчас в России, из того, что мне известно, если коснуться даже немножко религии и всех этих организаций, существует около 400 только протестантских, то есть религиозных, реабилитационных центров и 43 православных. То есть, образно говоря, если так сказать, две разные религии, хотя все вроде исходит от одного бога, так? Которые работают в основном с людьми, страдающими алкогольной и наркотической зависимостью. Но опять же, вообще, как это связано? То есть а, центры эти используют в своей работе программу Teen Challenge, да? Которая была разработана в 1958 году 19 века. Нет, подожди, Мгм. 20-го, извини, в 1958 году. А Мгм. пастором Ассамблеи Бога каким-то там Дэвидом. Кажется, Дэвид Уэлкерс. Но Мгм. я не хочу врать, потому что у меня плохая память на... Как ты заметила, на даты, я только что изменил век и имена. Страшно. И, и все же, причем тут гомосексуалы, так? Мгм. Дело в том, что программа Teen Challenge, которую я тебе сказал ранее, ориентирована на работу с Мгм. зависимостями, которые влияют на жизнь. И Мгм. почему-то гомосексуалов подтолкнули к ряду алкогольной и наркотической зависимости. Хм. Возможно, это какой-то способ на лечение, открытый этим же Дэвидом. И некоторые считают, что он работает, некоторые люди в России. То Ну есть, да. понятное дело, так?
На основном Да. сайте такой программы ничего не говорится о реабилитации гомосексуалов, но простой поиск в интернете выдает очень много историй гомосексуалов, кто проходил там терапию. Почему, по твоему мнению, российское государство так заботится о том, чтобы избавить ну, Российскую Федерацию от ЛГБТ? Почему? Ирина, деторождаемость. Ага. Ладно, если так подумать, то в феврале этого года даже актуальный президент Российской Федерации выступал с речью о войне, санкциях, ну и, конечно, заговорил, не забыл упомянуть о геях. И целую часть своего обращения посвятил ЛГБТ-сообществу, однополым бракам. Что же там было? Ну, наверное, мне интересно, я даже запомнила вот такую фразу президента, что «прости им, Господи, они не ведают, что творят», когда он говорил на тему, собственно, гомосексуальности. Ничего себе. И также он сказал, что мы обязаны защитить наших детей от деградации и вырождения, и мы это сделаем. Так что я не удивлюсь, если за саму ориентацию граждан РФ будут высылать на войну, как ты говорила ранее. Всем нам известна эта история с передозированными заключенными, которых пустили на мясо в своем изощренном плане. И может даже дойти до лишения гражданства. Куда уж дальше, с новыми поправками в Кодексе человека могут изгнать из страны за само распространение информации о ЛГБТ. А почему Путин заботится об избавлении страны от данного сообщества? Думаю, что устаревшее мнение о семьях, конечно же, тех традиционных, состоящих исключительно из мужчины и женщины, как в семейном кодексе, где, скажем так, на голову приходится по 5 детей. Нам нужно какое-то мясо, верно? Ужасно. Ведь однополые браки не производят на свет детей, чего этой стране не надо. При Ну том, да. что Россия переживает непростые времена с точки зрения демографии, в кавычках, и мнением высокопоставленных членов государства. И власти заинтересованы в том, чтобы семьи были полноценные, чтобы было больше детей. Ну, то есть, как я тебе говорил, что это страна приветливой многодетности, образно Ну, говоря. может, ты знаешь таких вот каких-то людей, представителей ЛГБТ из России, которые хотели бы самовольно пройти реабилитацию и лечение? Знаешь, мне под 30 лет, да ладно, 30, что я уменьшаю. И пока за мой жизненный путь нет. Мне пока не был известен ни один представитель секс-меньшинства, который бы хотел пройти такое лечение или же ярко восхвалял результативность данной процедуры. Так что нет, просто не было у меня такого опыта с такими людьми. Мгм. Ну, а вот такой странный вопрос. Если бы тебе предложили пройти лечение, Мне? да, ты бы согласился? Как бы это выглядело? Типа закрытый центр, препараты? Ну, наверное, я не знаю. Ну, типа, ну, хотя, я не знаю, это вроде бы не является... Это принудительное лечение. Кто бы там спрашивал, да, поэтому вопрос тоже не совсем актуальный. Это было бы без Думаешь, вопросов. думаю, что это риторический вопрос, потому что Ну, да. ответ известен. Но отвечая просто и по сути, мне бы казалось это вмешательством в моё «я». Я бы не желала себе такой участи. Ломать себя, потому что кому-то некомфортно. Нет, спасибо. Мгм. А может быть, ты знаешь, как помочь российскому ЛГБТ-сообществу? Может, бежать из России в Европу или Украину, или помочь как-то можно иначе? Знаешь что? Дай мне секундочку подумать. Мне Мгм. почему-то не приходят в голову никакие организации, прям вот названия. А так, с такой пессимистической точки зрения, при актуальном положении вещей очень трудно будет выбраться из страны ввиду правовых ожесточений, которые мы имеем сейчас, да? Мгм. И при военном конфликте. То есть людей на границе тщательно подвергают проверке, а если попасться в руки недовольного своим существованием пограничника, то жди беды. Поэтому, к сожалению, мне не приходит ничего в голову. Но, может быть, я поищу какие-то организации в свое время и скину тебе потом какие-нибудь ссылки. Может, ты это Мгм. сможешь распространить. Хорошо. Ну, а что ты думаешь о предложении украинских властей для ЛГБТ людей Мгм. в России предложить им убежище именно в Украине? Убежище в Украине? Да. Слушай, убежище, это, по сути, звучит хорошо. От латинского refuge, refuge, если честно.
Мгм. Но будет ли возможность найти убежище на территории Украины в то время, когда там идет эта ожесточенная кровопролитная война? То есть, если человек не опробует, то... По сути, если человек не опробует, он не узнает. То есть, возможно, стоит выехать, попытаться, то есть пойти на пролом. Но Мгм. и, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского, верно? То Ну есть, да. возможно, кому-то такой выбор придется по душе. Мгм. Хорошо, ну, может быть, ты бы мог рассказать свою историю о том, как ты узнал, что ты тоже представитель ЛГБТ, как твое окружение, твоя семья отреагировала на это? М, Знаешь, такая тема. Я никогда не думал специально, просто что я являюсь представителем данного сообщества. Просто какой-то момент это произошло. Знаешь, это, наверное, как с решением каких-то трудных задач по математике. Ага. Насколько бы глупо это не звучало. То есть в один момент это просто 2 плюс 2, потом, не знаю, 212 делить на 4, там добавляются цифры, и ты сам не успеваешь понять, что именно происходит, но ты это чувствуешь и просто живешь с этим, ведь это и есть ты. А насчет выхода из шкафа перед своей семьей, то мне еще не приходилось как бы это сделать в такой истинный и правдивый путь к своей семье. Может быть, я еще это сделаю. Надеюсь, что это сделаю, потому что я бы хотела, чтобы моя семья, быть перед своей семьей полностью открытым, потому что я их люблю. М, Я поняла, хорошо. А вот такой тоже тяжелый вопрос. Что бы ты сделал, если бы ты родился геем в России? Воспользуешься ли ты предложением Украины, чтобы иметь возможность поехать туда? Решил бы ты поехать в Европу? Остался бы в России, подвергся, например, в будущем принудительному решению свободы и лечению? Что бы ты сделал? Что насчет вопроса первого? Вроде там было поехать жить в Украину. Мгм, Я бы воспользовалась этим предложением. Украина мгм, очень красивая страна, мне она очень нравится. мгм, Там, начиная Львовом, заканчивая Житомиром и мгм, другие, конечно, еще области. Но я бы поехала туда, если, конечно, возможность была такая возможность, чтобы там было спокойно. То есть сейчас актуально, если бы я туда поехал, то я просто бы не пережил того, что там мгм, происходит. Постоянно скрываться в бомбоубежищах или же просто молиться, чтобы выжить. Вот. мгм, Если же возвращаться к этой же теме, но только в Европу, то да, я бы поехал в Европу, какой-нибудь Копенгаген, где бы более не традиционно, а более... хочешь слово подобрать? Толерантно относились к меньшинствам, то да, я бы с мгм. радостью выбрался. И остался ли бы я в России и подвергся бы принудительному как бы лечению? Нет, нет, такого Ты бы бы нет. сделал все возможное, чтобы выехать просто, да? Да, я попытался.